Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Сценарий фильма Мартина Скорсезе создан на основе книги бестселлера Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны» «Killers of the Flower Moon». Ее русскоязычный перевод издан с подзаголовком «Нефть, деньги, кровь». Но оригинал книги имеет иной подзаголовок «The Osage Murders and the Birth of the FBI» «Убийство Осейджей и рождение ФБР». И надо сказать, что оригинальный англоязычный подзаголовок на самом деле более точно и полно отражает и содержание книги, и суть исторических событий. Но об этом чуть позже, в начале о сценарии фильма. Содержание книги Дэвида Гранна основывается на нескольких источниках. В основном это отчеты ФБР, личные дела агентов этой организации, свидетельские показания, стенограммы судебных заседаний, личные письма, некоторые записи агента Тома Уайта. В книге Дэвида Гранна фактически нет диалогов, необходимых для полноценного художественного фильма. С позиции кинематографии вся книга Гранна – один сплошной закадровый голос. И надо отдать должное сценаристам фильма, которые великолепно перевели этот литературный текст в текст аудиовизуально-кинематографический. А сценаристами в данном случае стали сам Мартин Скорсезе и опытнейший мастер сценарного дела Эрик Рот. Свидетельством высочайшего профессионального уровня Эрика Рота служат 7 его оскаровских номинаций и победа за сценарий фильма «Форрест Гамп». Среди номинированных на Оскар работ Эрика Рота сценарии к таким фильмам, как «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Загадочная история Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Дюна» Дэни Вильнёва. Замечу, что сценарии ко всем этим фильмам, как и фильм Скорсезе, именно адаптированные, то есть созданные на основе литературного первоисточника. Признано, что перевод литературного текста на язык кино – это отдельный вид профессиональных задач и мастерства. Поэтому у многих кинопремий, в том числе и у «Оскара», существуют отдельные номинации для сценариев оригинальных и сценариев адаптированных. В оригинальном сценарии первостепенная задача сценариста – это выдумка самой идеи, создание сюжета и характеров. В адаптированном сценарии сюжет и характеры уже заданы литературным первоисточником, а главной задачей сценариста становится именно перевод вербального литературного текста на аудиовизуальный язык кино с его специфическими информационными и выразительными возможностями. Кстати, первоисточником для адаптированного сценария порой могут стать и комиксы, и компьютерная игра, но обычно им все же становится какой-либо литературный текст. На нескольких примерах я обращу ваше внимание на то, как именно перевод литературного текста на язык кино сделали Эрик Рот и Мартин Скорсезе в фильме «Убийцы цветочной луны». Например, в книге Дэвида Гранна рассказывается о том, что Молли училась в миссионерской католической школе-интернате. Причем это обучение было для детей Осейджей строго обязательным. Как сказал комиссар, пишет Гран, индейцам придется принять образ жизни белых мирно, если захотят, или их заставят силой. В фильме эта информация отражена в начальном эпизоде, в котором осейджи хоронят трубку, приговаривая, что их дети теперь учатся языку и традициям белых людей. Другой пример. В книге рассказывается, что разбогатевшие, но неопытные в обращении с вещами белых людей-индейцы порой покупали новый автомобиль из-за проколотой шины. В фильме эта деталь отражена в эпизоде, в котором белый торговец продает индейской паре автомобиль и обещает в случае необходимости, если закончится бензин или окажется проколота шина, поменять его, точнее продать следующий. Приходите за новой машиной. Или в книге Гранна сообщается, что брату Эрнеста при рождении дали имя Байрон, но он стал называть себя Брайаном. В фильме же кто-то из героев второго плана путает его имя, называя то Байроном, то Брайаном. Или еще один пример.
книге Дэвид Гран упоминает о том, что расточительность богатых индейцев часто была связана еще и с традициями предков, считавших проявление щедрости очень престижным. Собственно, речь идет о традициях так называемого потлача. В фильме же есть, например, эпизод, в котором белый чиновник пытается навязать вступающей в права наследства Молли покупку дорогостоящего шоу, апеллируя именно к индианским традициям и примерам щедрости, чтобы, как он говорит, устроить городу праздник. Конечно же, сценаристы обогащают сюжетное действие отдельными выразительными художественными деталями, такими как предсмертное видение Лиззи, матери Молли. Понятно, что подобных поэтических вставок в книге Гранна нет. Но есть описание культуры, отдельных традиций и обычаев осейджей. Поэтому такие дополнения в фильме выглядят вполне уместно. В «Убийцах цветочной луны» тщательно соблюдается верность ряду фактов и цифр. Так, в своей книге Дэвид Гран упоминает о счете в мясной лавке на $319.05, оставшемся после смерти Лиззи, матери Молли. В фильме же именно эту сумму озвучивает опекун Молли, когда говорит о якобы долгах ее матери. Я говорю «якобы долгах», потому что такие задолженности часто возникали искусственно, поскольку белые опекуны ограничивали индейцев в использовании их же собственных денег. На самом деле все осейджи были очень богаты, и для Лиззи не мог быть проблемой счет за мясо. Возможно, нужно пояснить исторически реальную ситуацию с внезапным обогащением индейцев осейджей. Еще в XIX веке они были изгнаны со своих земель у реки Миссури на запад американского континента. Там, к их будущей удаче, они не получили от правительства, но именно купили землю для своего племени на территории Оклахомы. Причем вожди сознательно покупали землю холмистую и каменистую, непригодную для земледелия. Старейшины рассудили, что такую плохую землю уж точно никто у них не будет опять отнимать. А кроме того, один из образованных осейджей по какому-то наитию подал идею включить в договор, казалось бы, смешной и непонятный пункт, что, мол, все, находящееся в приобретенной земле, тоже принадлежит осейджам. Правительство этот пункт в договоре пропустило, не придав ему значения и восприняв его как некий казус и блажь со стороны полудикарей. А вот когда позже в той малоценной, как казалось прежде, земле была обнаружена нефть, то оказалось, что тот договор составлен таким образом, что не было никакой возможности отобрать у осейджей право получения дохода от находящихся в их земле сокровищ. Внезапно разбогатевшие осейджи вели себя точно так же, как ведут себя и другие внезапно разбогатевшие люди, по-разному. Некоторые распоряжались своими деньгами весьма разумно, учили детей, думали о будущем. Другие транжирили внезапно свалившееся на них богатство. Так по-разному в подобной ситуации ведут себя люди любой расы. Но осейджи оказались под пристальным вниманием журналистов и просто завистников. За ними наблюдали, следили со злорадством и возмущением, отмечали каждое упущение или проступок кого-то из племени. К обычной человеческой зависти добавлялся еще и расизм. Среднестатистический белый американец считал, что свалившееся на осейджей благо ими не заслужено, и белые американцы якобы гораздо более вправе получать доход от ископаемых богатств американского континента. Усугубляла ситуация и приверженность многих белых американцев, получившему распространение еще в XIX веке, учению под названием «предначертание судьбы» или же «предопределение судьбы». Теория предопределенной судьбы была сформулирована в первой половине XIX века и утверждала якобы естественное превосходство американских порядков и самих американцев над другими народами.
По мнению последователей этой теории, а она имела массовую популярность, это естественное превосходство, то есть некие особые добродетели американского народа и его социальных институтов, давало США право проводить экспансионизм и не считаться с интересами других, то есть отсталых народов как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому нравственное состояние Уильяма Хейла вовсе не было чем-то уникальным. Как замечает Дэвид Гран, Уильям Хейл оправдывал свою жестокость цивилизаторством, изображая из себя американского первопроходца, одного из тех, кто в условиях первозданно дикого окружения помогал выковывать нацию. Дэвид Гран также пишет: оставался один вопрос, который ни судья, ни прокуроры, ни защита не сдавали, однако он был главным в процессе. Накажет ли жюри, состоявшее из 12 белых, другого белого мужчину за убийство краснокожего? Один скептически настроенный журналист заметил: нетрудно распознать оставшееся неизменным отношение первых поселенцев-скотоводов к чистокровным индейцам. Видный член племени Осейджей высказался еще прямолинейнее. «Лично я спрашиваю себя, присяжные действительно рассматривают дело об убийстве человека? Или для них это всего лишь жестокое обращение с животными?» В фильме Скорсезе эта специфическая атмосфера умонастроений передается в нескольких эпизодах. В одном из них Эрнест Бёркхарт сообщает Рэмси о заказе от Хейла на так называемую работу. Нужно пришить кое-кого. Рэмси отвечает категорическим отказом, говорит, что он ни в коем случае не будет заниматься таким делом. Но Бёркхарт уточняет, что речь идет об индейце. И Рэмси говорит: ну это совсем иное дело. В другом эпизоде сам Эрнест говорит Молли: легче человека посадить за то, что он пнул собаку, чем за убийство индейца. Как бы то ни было, после суда прокурор приветствовал исход процесса как один из самых великолепных примеров торжества права и закона в нашей стране. Однако не все так просто. Еще раз напомню подзаголовок оригинала книги Дэвида Гранна «Убийство Осейджей и рождение ФБР». В 1924 году Джон Эдгар Гувер в возрасте 29 лет возглавил недавно созданное бюро расследований, тогда еще без слова «федеральное» в названии. И для рекламы, продвижения и повышения статуса возглавляемой им организации Гувер мастерски использовал дело Осейджей. Это, собственно, и было главным заданием и целью расследования и суда, а вовсе не полное восстановление закона для Осейджей. Именно потому дело было проведено весьма ограниченно и избирательно. Не были расследованы все убийства, не были предъявлены все обвинения. Такая задача и не ставилась. Дэвид Гран цитирует ведущего антрополога в области культуры Осейджей Гарика Бейли. «Расскажи, Хейл, то, что знал, и значительная часть самых видных людей округа посадили бы в тюрьму». Видимо, Уильям Хейл потому и был освобожден досрочно, что он не рассказал все то, что знал о других. Гувер был заинтересован не столько в расследованиях убийств Осейджей как конкретном деле, сколько фактически закладывал этим расследованием фундамент будущей силы и власти своего бюро, создавал его историю и формировал авторитет. Гувер также понимал, что, формируя общественное мнение, он сможет утвердить собственный авторитет и расширить свои бюрократические полномочия. Он активно использовал для собственной рекламы журналистов, так называемых «друзей бюро». Гувер лично просил агента Тома Уайта, в фильме его роль исполнил Джесси Племонс, сообщать ему такую информацию, которую можно безболезненно передавать прессе. Цитата.
Как вы, разумеется, понимаете, есть различия между юридической и человеческой стороной дела. Газетчиков интересует последнее. Поэтому я хотел бы просить вас основной упор делать именно на нее. В финальной части фильма звучат слова «Добро победило». Криминальные истории созданы при поддержке Эдгара Гувера и Федерального бюро расследования. Далее со сцены зачитываются отдельные сведения о дальнейших событиях, связанных с делом Осейджей. Расследование чьих-то преступлений так и не было проведено. Кого-то отпустили без приговора. Уильяма Хейла, невзирая ни на что, освободили досрочно. Некролог Молли со сцены зачитывает сам Мартин Скорсезе. Такое оригинальное завершение фильма тоже имеет связь с реальностью. Эдгар Гувер в дальнейшем действительно немало использовал артистов, искусства, в том числе кино, для раскрутки ФБР. Всего доброго и до новых встреч!